Ну, с Богом, Маркиз. Прячь Перуна под диван. Мы начинаем великое крещение Руси. В 969 году великая княгиня Ольга умирает, и вся полнота власти официально переходит к ее сыну Святославу. И вот тут я сразу честно признаюсь, Святослав абсолютно не герой моего романа. У меня нет никакого желания бегать с ним по военно-полевым лагерям, спать на земле под открытым небом и детально разбирать карты его бесконечных сражений. Поэтому по его биографии мы пробежимся на максимальной скорости, как в хорошем боевике. Князь Святослав был классическим викингом, рок-звездой военного дела своего времени. Он не занимался налогами, экономикой или судами. Он просто обожал воевать. Его фирменная фишка, вошедшая во все учебники истории, это легендарная фраза «иду на вы». Он никогда не нападал исподтишка и честно предупреждал врагов: «Я иду на вас войной, готовьтесь». За свою недолгую жизнь он успел полностью разгромить могущественный хазарский каганат, навести ужас на Болгарию и знатно потрепать нервы Византийской империи. Но, как это часто бывает с рок-звездами, финал его был скорым и трагичным. В 972 году на обратном пути в Киев у Днепровских порогов Святослав попадает в засаду к печенегам. Князь погибает в бою, а суровый печенежский хан Куря делает из его черепа кубок, оковывает его золотом и пьет из него вино на пирах. Вот такой вот суровый X век, друзья мои. Но для нашей истории важно другое. А Святослав оставил после себя не только разгромленные империи, но и 3 сыновей. И вот тут начинается настоящая игра престолов. Братья моментально начинают резать друг друга за власть. И в этой кровавой бойне побеждает самый младший, самый дерзкий и самый незаконно рожденный сын Святослава. Встречайте, на киевский престол садится будущий креститель, князь Владимир. И его история начинается с грандиозного скандала. Ведь Владимир, в отличие от своих братьев, по меркам тогдашней элиты, был бастардом, сыном рабыни, ключницы Малуши, которая прислуживала самой княгине Ольге. Старшие братья дразнили его Рабичичем, сыном рабыни, и презирали. Но именно этот парень перевернет историю раз и навсегда. Друзья мои, давайте сразу зафиксируем все прямо здесь, на берегу Днепра, так сказать. Историю Владимира Крестителя, красного солнышка, ясного солнышка, называйте его как хотите. Но мы с вами на канале уже подробно разбирали. Повторяться и дважды пережевывать то, что было в прошлых видео, мы не будем. Давайте просто зафиксируем ту точку, в которой мы сейчас находимся, и освежим в памяти самое главное для тех, кто подзабыл. Итак, Владимир прочно сидит на Киевском престоле. На данный момент он стопроцентный убежденный язычник. И его личная жизнь, этот период, лучшая тому иллюстрация. Его первая жена – это, конечно, Рогнеда Полоцкая. Историю с ней я уже рассказывала, но тут хочу сделать важное отступление и ответить на ваши комментарии под прошлым роликом. Вы часто писали, что Владимир якобы овладел ею силой прямо на глазах у ее родителей перед их же казнью. Друзья, мы специально перепроверили этот момент. Судя по всему, на глазах у родителей этого все-таки не происходило. Публичное надругательство – это уже более поздние летописные легенды, которые позаимствовали из скандинавских саг для пущего драматизма. Но историческая правда от этого мягче не становится. Факт остается фактом. Владимир полностью сжег Полоцк, уничтожил всю семью Рогнеды, ее отца и братьев, а саму девушку взял силой. Она стала его первой официальной женой и родит ему Ярослава Мудрого. Вторая жена – это гречанка, которую в некоторых источниках называют Ириной. Ее история не менее трагична. В прошлом она была христианской монахиней, которую на Русь когда-то привез отец Владимира, князь Святослав. Она стала женой старшего брата Владимира, Ярополка. И когда Владимир в ходе междоусобной войны устранил брата, он забрал себе не только его киевский трон, но и его жену. Опять же, взял силой, как военный трофей, причем Ирина на тот момент уже была беременна.
Но помимо Рогнеды и гречанки Ирины, у Владимира были и другие официальные жены. Подчеркну, именно законные жены, а не рабыни из гарема, о которых мы поговорим чуть позже. И тут у вас наверняка возникнет справедливый вопрос: а откуда мы вообще все это знаем? Можно ли верить летописям? Давайте честно, к автору повести временных лет, монаху Нестору, у нас у всех накопился вагон вопросов. Все эти его сказки про летающих птиц Ольги и пророческих змей мы прекрасно помним. Но вот в чем штука. Придумывать Владимиру лишних жен Нестору не было вообще никакого резона. Скорее наоборот. Ему, как христианскому монаху, очень хотелось сделать из Владимира безупречного идеального святого. Зачем ему лишний раз очернять наше красное солнышко? Ну раз уж Нестор берет и прямым текстом вписывает в летопись других женщин, значит деваться ему было просто некуда. Это был слишком известный железный факт, который в Киеве тогда помнили все. Кто же идет в списке следом? Летопись говорит, что у Владимира были жены чешки. Причем написано там так загадочно, что историки спорят до сих пор. То ли это была одна принцесса из Чехии, то ли Владимир умудрился жениться сразу на двух чешках подряд. Но в любом случае чешская жена или жены родили Владимиру абсолютно реальных сыновей: Вячеслав, Святослав и Мстислав. Но как эти европейские женщины вообще оказались в Киеве? Их что, тоже украли? А вот и нет. Тут чистая, понятная геополитика. Представьте картину. Молодой Владимир идет войной на Польшу и отбивают у нее пограничные города. А Чехия в этот момент – это сосед Польши и ее самый злейший непримиримый враг. И тут чешский князь видит, что на востоке появился крутой, сильный парень Владимир, который только что знатно навалял этим самым полякам. Чешский правитель соображает моментально: так, с этим Владимиром срочно нужно дружить, чтобы мы вдвоем зажали Польшу в тиски. А как в X веке закрепить такой союз? Правильно. Отправить в Киев свою дочку или сестру. Мол, держи, дорогой зять, нашу знатную чешскую девушку в жены и давай дружить против общих врагов. Вот так абсолютно добровольно чешские княжны и оказались в Киеве. Ну, как бы они-то там были не добровольно, ну, их папы или братья отдавали. Это был чистый политический расчет, где женщины становились живой гарантией мира между государствами. Ну и замыкает наш список официальных жен загадочная болгарыня. И появилась она в Киеве точно так же, как и чешские принцессы, через большую международную политику. Ее никто не крал. Болгарский правитель отдал ее Владимиру сам. Зачем? А там ситуация была еще покруче, чем в Чехии. В то время болгарское царство на Дунае буквально погибало. Их каленым железом уничтожала могущественная Византийская империя. Болгарам нужен был сильный союзник, который мог бы прийти и навалять грекам. И они смотрят на Киев. О, а там как раз сидит молодой дерзкий Владимир со своей огромной дружиной. Болгарский царь соображает: надо срочно отдавать за него замуж принцессу из царского рода, чтобы заключить военный союз. Рожала ли болгарская жена? Еще как! Именно она родила Владимиру двух сыновей, которых звали Борис и Глеб. И для нашей истории это суперважные персонажи. Владимир их обожал больше всех остальных детей. И именно Борис и Глеб в будущем станут самыми первыми официальными святыми на Руси. Они с детства росли очень начитанными, знали грамоту и христианские книги. А привезла эти книги в Киев как раз их мама со своей родины. Напомним, Болгария была уже с письменностью. И вот теперь у нас на доске расставлены все фигуры. Смотрите, какая картина получается. Владимир сидит в Киеве. И все европейские соседи, чехи, болгары, сами везут ему своих принцесс, лишь бы с ним дружить. У него есть официальные жены, и за некоторыми из них стоит мощный военный союз. И вот теперь мы готовы поговорить о наложницах. Откуда взялись эти пресловутые 800 женщин в его гаремах? И зачем они вообще были нужны? И у любого нормального человека сразу возникнет вопрос: погодите, а почему именно 800? Почему не 812, не 764, ну не 533 на худой конец? Откуда такая аптечная круглая точность в дремучем X веке, где и писать-то толком не умели, не то что людей с калькулятором пересчитывать? А секрет этой магии раскрывается очень просто. Это не Владимир сидел и считал своих женщин. Это чистая математика нашего друга, летописца Нестора.
А смотрите, как красиво он разложил эту цифру по загородным усадьбам князя. 300 девушек в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в Берестове. Историки будущего просто взяли, сложили эти три числа, и получилось ровное 800. Но посмотрите на сами слагаемые. 300, 300 и 200. Они же подозрительно идеально круглые. В реальной жизни так просто не бывает. Там обязательно вылезли бы какие-нибудь хвосты. Так почему летописец написал именно эти цифры? В древние времена числа 300 и 200 – это вообще не про статистику. Это то, что ученые называют эпической формулой. А говоря простым человеческим языком, это древний аналог нашего современного слова 100-500, целая куча, или, например, вагон и маленькая тележка. Когда средневековый автор хотел сказать, что чего-то или кого-то невероятно пугающе много, он всегда писал 300. Помните знаменитых 300 спартанцев или 300 варягов у князя Олега? Вот и Нестор просто использовал этот понятный всем литературный ход. Он как бы говорит нам: в Вышгороде сидел целый вагон девок, в Белгороде еще один вагон, ну а в Берестове чуть поменьше. А сверху на это наложилось огромное желание монаха Нестора сравнить Владимира с великим библейским царем Соломоном, у которого, согласно Библии, тоже было ровно 1000 женщин. Так что, если отвечать на вопрос прямо, цифру 800 никто в реальности не высчитывал. Наложниц у Владимира совершенно точно были сотни. Статус верховного правителя обязывал иметь огромные загородные гаремы для престижа. Но вот сама цифра 800 – это просто красивый древний оборот речи, означающий нереально много. И давайте честно, вся эта огромная толпа девушек, конечно же, не жила в Киеве. Но не совсем же Владимир варвар, чтобы устраивать такое общежитие прямо под носом у своих официальных жен. Поэтому Владимир проявил мужскую мудрость и аккуратно рассредоточил свои гаремы по загородным усадьбам. И поверьте, хорошей жизни у этих женщин там не было. Романтикой в X веке вообще не пахло. Но если вы сейчас представили себе картину, как князь Владимир томным вечером заходит в терем где-нибудь, в Белгороде, обводит комнату масляными глазами и такой: так, эту знаю, о, новенькая, а ну-ка пойдем со мной. И так по кругу оприходовал все эти 100-500 женщин. Друзья мои, конечно же нет. При всем уважении к мужскому здоровью Владимира, чисто физиологически, он бы до того своего знаменитого крещения просто не дожил. Зачем тогда вообще нужна была эта орава? Ответ простой, как топор. Чистые, незамутненные понты. Абсолютно эталонная дорого-богато X века. Это был его личный способ показать заезжим послам: смотрите, сколько у меня баб. Так что давайте закроем эту тему с гаремами. Просто чтобы зафиксировать финальный масштаб. Перед нами стопроцентный язычник. У него несколько официальных жен для международной политики, сотни наложниц для красоты и авторитета, и абсолютная, ничем не ограниченная власть. Понятно, что в девственниках князь не ходил, но вся эта система работала в первую очередь на его величие. И вот теперь, когда мы в деталях увидели эту картину, мы наконец-то готовы перейти к самому главному. Как этот буйный, жесткий, ни в чем себе не отказывающий мужчина умудрился развернуть свою жизнь на 180 градусов, распустить гаремы и перейти к христианству. Зачем убежденному жесткому язычнику вообще понадобилось менять веру? Давайте разберемся по-человечески. Владимир был кем угодно, но только не дураком. Он был блестящим прагматиком и управленцем. И как управленец он в какой-то момент столкнулся с огромной системной проблемой. Называлась она язычество. Что такое Русь времен молодого Владимира? Это не единое монолитное государство, а лоскутное одеяло из кучи мелких и очень упрямых племен. И у каждого племени свои авторитеты, свои традиции и, главное, свой любимый бог. Одни молятся Перуну, вторые почитают Велеса, третьи – дождь бога. И ладно бы они просто молились, они же из-за этого постоянно ругались и воевали друг с другом. Получался абсурд. Князь пытается объединить страну, а люди заявляют: твой киевский бог нам не указ, у нас в лесу свой бог сидит, более правильный.
Владимир, как умный политик, сначала попытался эту систему починить. Он провел самую настоящую религиозную реформу, собрал всех главных языческих идолов, привез их в Киев и выставил на горе прямо возле своего дворца. Назначил Перуна самым главным начальником над остальными богами. Мол, смотрите, теперь у нас общая флешка для всех племен. И знаете что? Это вообще не сработало. Нельзя заставить людей искренне любить чужого деревянного кумира просто по приказу сверху. Племена все равно продолжали жить порознь. И вот тогда Владимир сел, условно говоря, на крыльце своего терема, посмотрел по сторонам и понял одну очень важную вещь. Он огляделся на соседей, на могущественную Византию, на крепнувшую Европу, на богатые арабские страны. Все самые крутые, развитые и сильные государства на карте мира уже давно перешли на систему «один бог». Там работала идеальная, понятная вертикаль власти. На небе правит один Господь, а на земле всей страной руководит один правитель, его наместник. Никаких споров, никаких местечковых разногласий. Все четко, централизовано и подчинено одному закону. Владимир понял, что пока его соседи строят суперсовременные империи с единой идеологией, он тут в Киеве все еще нянчится со своими деревянными статуэтками, которые не могут помирить даже двух соседей. Это было похоже на попытку запустить старую телегу на хайвее, где все остальные уже гоняют на спорткарах. Князь осознал, если он хочет построить великую, мощную державу, с которой будут считаться мировые лидеры, ему нужен один сильный цивилизованный бог для всей страны. Народу нужна общая идея, а самому Владимиру железный авторитет, который объединяет все племена под его личной рукой. С этого момента поиски новой веры стали для него вопросом жизни и смерти всей Руси. Итак, представьте картину. Владимир принял стратегическое решение. Старых деревянных идолов пора сдавать в утиль, нужна новая современная вера. И вот перед ним, как в сказке, открываются три дороги. Первый путь, который лежал прямо перед ним, это ислам. И давайте сразу отбросим в сторону эти летописные шуточки про то, что на Руси нельзя не пить. Посмотрим на ситуацию трезво, как говорится, и цинично. Чисто по-человечески, ислам для Владимира в тот момент это был просто идеальное решение. Полное совпадение по всем параметрам. Князь смотрит на свои загородные резиденции, на свои сотни наложниц и понимает, в исламе многоженство – это абсолютно легальная законная вещь. Ему даже в жизни своей буйной ничего менять бы не пришлось. Живи да радуйся. И ходить за этой верой далеко было не надо. Она была буквально под боком, на Волге, там, где сегодня находится современный Татарстан. Тогда процветало сильное государство – Волжская Булгария. Они уже вовсю молились Аллаху и спали и видели, как бы затащить под свое крыло огромную Русь. Их послы первыми примчались в Киев окучивать Владимира. И вот представьте, Владимир начинает с ними договариваться, сидит, слушает их условия, и как умный человек понимает, что для него лично это будет грандиозный эпический провал. Почему? Давайте разложим по полочкам, чем ислам от волжских булгар был плох для Руси. Статус младшего брата. В средневековой политике все было жестко. У кого ты берешь веру, под того ты автоматически и ложишься. Приняв ислам от Волжской Булгарии, сильный, грозный Владимир моментально становился на международной арене младшим партнером для волжских правителей и багдадских халифов. Для амбициозного князя это было просто ментальным унижением. И вот еще что. Экономический тупик. Главный бизнес тогдашней Руси – это торговля. И весь этот бизнес шел на юг по знаменитому пути из Варяг в Греки, прямиком в богатейшую христианскую Византию и Европу. Волжский торговый путь тоже был, но по масштабам и деньгам он и близко не стоял с Черноморским. А еще принять ислам в X веке означало намертво отрезать Русь от европейской цивилизации. Владимир понимал, если он станет мусульманином, европейские короли и византийские императоры закроют перед ним двери, перестанут подписывать торговые договоры и начнут смотреть на Киев как на чужеродную опасную территорию. Говоря современным языком, это было похоже на то, как директор перспективного стартапа вместо того, чтобы купить франшизу у огромной мировой корпорации, подписывает контракт с сомнительной региональной фирмой из соседней области. Понты вроде те же, а рынок сбыта потерян навсегда.
Владимир покрутил эту мысль в голове, посмотрел на послов с Волги, вежливо им улыбнулся и сказал: «Спасибо, мы вам перезвоним». Первая дорожка вела в геополитический тупик, и князь это вовремя почувствовал. И вот дорога вторая – западное христианство. Напомню, никаких католиков и православных в привычном нам понимании тогда еще не существовало. Церковь была единой, но вот подходы к вере на Западе и на Востоке уже тогда кардинально отличались. И вторая дорожка, которая открывалась перед Владимиром, вела как раз-таки на Запад, к христианству латинского образца, центром которого был Рим. Немецкие и римские послы тогда уже вовсю оббивали пороги в Киеве. Затащить под свое влияние огромную, сильную Русь для них было пределом мечтаний. И на первый взгляд этот вариант казался вполне рабочим. Европа развивалась, строилась, торговала. Отличная компания для дружбы. Но Владимир посмотрел на эту систему, прикинул ее на себя и понял: нет, это не просто плохой вариант. Это для него лично смертельно опасная ловушка. В чем же крылся главный подвох западного христианства для амбициозного киевского князя? В западной системе ценностей над каждым королем, герцогом и князем стоял один главный человек – Папа Римский. Он считался наместником Бога на земле, обладал колоссальной, просто непререкаемой политической властью. Говоря простым языком, на Западе папа был генеральным директором огромной корпорации, а все европейские короли – просто наемными региональными менеджерами. Если региональный менеджер, то есть король, начинал вести себя как-то не так, плохо платил налоги в Рим или ссорился с церковью, папа мог легким росчерком пера отлучить его от церкви. А в X веке это означало политическую смерть. Отлученного короля подданные могли законно свергнуть, а соседи пойти на него войной с благословения Рима. Королям приходилось буквально ползать перед папой на коленях и вымаливать прощение. Теперь представьте нашего Владимира. Человек только что с боем вырвал власть у братьев, сжег Полоцк, подчинил себе кучу буйных племен, построил огромные гаремы и привык, что его слово на Руси – это закон и не подлежит обсуждению. Он абсолютный царь и бог в своих землях. И тут ему предлагают веру, где за каждым его шагом будет следить присланный из Рима епископ. Ему будут диктовать, с кем воевать, с кем мириться и на ком жениться. А чуть что не так, так дедушка из Рима, которого Владимир в глаза не видел, может объявить его незаконным правителем. Владимир покрутил у себя эту мысль в голове и понял: ребят, я у себя в Киеве хочу быть самым главным начальником. Мне топ-менеджер над головой, который будет управлять мной из Италии, и даром не нужен. Западная модель намертво ломала ту самую идеальную вертикаль власти, которую Владимир так отчаянно пытался построить. Ему нужен был бог, который укрепит его личную власть, а не подчинит ее какому-то заграничному престолу. Поэтому западным послам Владимир ответил коротко и очень жестко. Летопись сохранила его фразу: «Идите, откуда пришли, ибо отцы наши не приняли этого». В общем, вторая дорожка вела к потере независимости, и Владимир закрыл этот проект, даже не начав. И вот перед Владимиром открывается третья, финальная дорожка – Византия. И тут у вас возникает вопрос на $1 миллион. Погодите, а разве в Константинополе не сидел свой точно такой же начальник? Там же был патриарх. Не шило ли это на мыло после Рима? А вот и нет. И в этом заключался главный геополитический фокус, который Владимир мгновенно раскусил. В Византии система босс-подчиненный работала совершенно иначе, с точностью до наоборот. Давайте разберем плюсы и минусы византийской веры простым человеческим языком. В отличие от Рима, где папа строил королей, в Византии главным всегда был император. Патриарх там, конечно, был фигурой уважаемой, но по факту он подчинялся государственной власти. Император мог спокойно уволить одного патриарха и назначить другого. Для Владимира это было идеальным решением. Принимая веру от Византии, он понимал: ага, надо мной никакой заграничный дедушка командовать не будет. Наоборот, греки дадут мне готовую технологию, а рулить этой церковью у себя дома я буду сам. Византийская модель давала князю священный статус помазанника Божьего, но оставляла его абсолютным и единственным хозяином в своей стране.
И вот еще огромный плюс. Родной язык вместо латыни – это был просто королевский бонус, который превысил все остальное. Если бы Владимир выбрал Рим, всей Руси пришлось бы учить чужую, непонятную латынь, потому что католическая служба шла только на ней. Если бы выбрал ислам, пришлось бы учить арабский. А Византия еще за 100 лет до Владимира, спасибо Кириллу и Мефодию, разрешила славянам молиться и читать книги на своем родном понятном языке. Представьте, какой это кайф для государственного деятеля. Тебе не нужно переучивать всю страну. Люди сразу понимают, о чем поют в храмах. Это фантастически ускоряло объединение племен. И вот еще что. Византия в X веке – это как Кремниевая долина, Париж и Уолл-стрит в одном флаконе. Это космос по сравнению с тогдашней лесной Русью. Огромные каменные храмы, золото, шелка, невероятные технологии. Помните, как летопись описывает впечатления послов Владимира от посещения собора Святой Софии в Константинополе? «И не знали мы на небе, мы были или на земле». Владимир покупал для Руси самую элитную, дорогую и авторитетную франшизу на планете. Конечно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и у византийского пути были свои жесткие минусы. Прощай, гарем. Это то, с чего мы начинали. Христианство – это вам не ислам. Тут правила суровые, одна жена и дочка. Владимиру ради этой сделки пришлось бы ликвидировать весь свой загородный автопарк из наложниц и отменить привычный образ жизни. И, конечно, греки были известными политическими лисами. Они спали и видели, как бы через веру сделать Русь своей культурной колонией и заставить киевского князя бесплатно воевать за интересы Константинополя. Владимир это прекрасно понимал. Поэтому просто так на поклон к грекам не пошел. Он решил принять их веру, но на своих, очень дерзких условиях. Друзья мои, а теперь давайте сделаем небольшую паузу. Почти год назад у нас на канале выходил ролик про Владимира и византийскую принцессу Анну. И да, каюсь, там была сплошная романтика, любовь, вздохи и сопли. Нам тогда просто очень захотелось рассказать вам красивую историю. Я имею на это право. Иногда мы скучаем по сказкам. Но давайте сегодня оставим розовые очки в стороне и разберемся, что же там происходило на самом деле. А творилась там чистая, холодная и невероятно дерзкая геополитика. Владимиру нужно было не просто жениться на византийской принцессе, ему нужна была именно Анна. Почему? Чтобы вы понимали масштаб, Анна не была обычной принцессой, каких в Европе пруд-пруди. В Византии ее называли официальным термином – парфирородная. Это означало, что она родилась в особой багряной палате императорского дворца, когда ее отец уже был действующим императором, а мать – императрицей. В X веке на планете Земля просто не существовало женщины со статусом выше, чем у нее. Это был абсолютный VIP-уровень. Византийские императоры люто гордились своей кровью. Они отказывали в браке самым могущественным королям Европы. Они заявляли: мы свою парфирородную царевну за таких варваров и дикарей в жизни не отдадим, даже не просите. И тут наш Владимир, который еще вчера сидел в лесах и руководил гаремом из сотен наложниц, заявляет грекам: я приму вашу веру, но только если вы отдадите мне в жены Анну. Зачем это Владимиру? Да это же невероятный прыжок в короли. Женившись на Анне, Владимир автоматически становился равным византийскому императору. Для всего мира он мгновенно переставал быть диким вождем из Киева. Теперь он становился частью самой элитной императорской семьи на планете. Это был статус, который нельзя купить ни за какие деньги. Греки, конечно, от такого предложения сначала покрутили пальцем у виска, но Владимир выбрал идеальный момент для шантажа. В Византии в этот момент вспыхнул страшный бунт. Один из генералов решил свергнуть законных императоров, братьев Анны. Императоры сидели в Константинополе, тряслись от страха и понимали, что им конец. И тут Владимир предлагает сделку. Я пришлю вам свою отборную 6000-ную дружину, мы разнесем ваших бунтовщиков в щепки, но взамен вы крестите Русь на моих условиях и отдаете мне Анну. Грекам деваться было некуда, они согласились. Владимир прислал войска, спас императоров. А те решили включить заднюю передачу, мол, ну мы же великие греки, как мы отдадим свою сестру этому варвару? Сейчас как-нибудь отмажемся. Но Владимир был парнем конкретным. Развода он не потерпел.
Он берет войска, идет в Крым, берет штурмом богатейший византийский город Корсунь и отправляет в Константинополь короткую записку: «Корсунь я уже взял. И если принцесса Анна не приедет ко мне через неделю, я приду и сделаю то же самое с вашим Константинополем». Вот вам и вся романтика, друзья мои. Владимир вырвал этот брак зубами, силой и военным шантажом. Ему нужна была не просто женщина для души, ему нужен был законный пропуск в высшую лигу мировой политики. Железобетонный авторитет среди европейских королей и признание Руси великой империей, с которой Византия разговаривает на равных, а не как с дикарями. И несчастную Анну, которая рыдала и кричала, что лучше умрет, чем поедет к этому волосатому варвару, упаковали на корабль и отправили в Крым, к Владимиру. Это был чистый политический бизнес-контракт, скрепленный мечами и кровью. Друзья мои, о том, что именно произошло в Корсуне, как Владимир и Анна встретились и о чем они там общались, мы с вами уже подробно разговаривали в прошлом видео. Повторяться не будем. Там мы с вами и так все разобрали. Сегодня нас интересует совершенно другой, невероятно интригующий факт. Каждый раз, когда заходит речь об этой византийской принцессе, ко мне в комментарии, да и вообще не только ко мне, под любые ролики на эту тему, приходят люди и начинают писать: «Русь крестила армянка», «Анна была армянкой». Давайте сегодня разберемся в этом вопросе раз и навсегда. С огромным уважением ко всем армянам и к их потрясающей древней истории. Но здесь мы будем проводить честное расследование, а потому смотреть будем исключительно на исторические факты. И для начала давайте сразу, еще на берегу Днепра, само собой, зафиксируем главный момент. Анна Русь не крестила. При всем уважении, крещение Руси – это было личное, волевое, чисто политическое решение князя Владимира. Это он подписывал договоры, он отдавал приказы дружине, и он загонял киевлян в воду. Анна была величайшим дипломатическим призом, лицом этой новой веры, но никак не ее автором. Но откуда же тогда взялся этот стойкий миф про армянку на Киевском престоле? И есть ли в нем хоть капля правды? А правда там есть, и она очень интересная. Итак, друзья мои, усаживаемся поудобнее, переносимся в далекий IX век. На карте мира тогда вовсю правила и гремела Византийская империя. И вот где-то на ее окраине, в провинции под названием Македония, эта территория тогда полностью принадлежала грекам-византийцам, жил-был обычный парень по имени Василий. Кем он был? Если вы представили себе принца на белом коне, у которого папа царь, мама королева, забудьте. Василий был сыном самых простых бедных крестьян. По национальности его семья была чистокровными армянами, которые за пару поколений до этого переселились на византийские земли в поисках лучшей жизни. То есть, говоря простым языком, Василий – это простой деревенский армянский парень, у которого за душой не было ни гроша, ни связей, ни знатного происхождения. Полный ноль на старте. Зато природа наградила его кое-чем другим. Невероятной, просто фантастической физической силой. Наш Василий рос настоящим богатырем, мог голыми руками гнуть железные подковы и в одиночку укрощать самых диких боевых коней, к которым никто не мог подойти даже. И вот, в один прекрасный день этот сильный, амбициозный деревенский парень решает, чего мне тут на окраине империи коровам хвосты крутить. Пойду-ка я покорять столицу. Берет мешок за плечи и пешком топает в Константинополь, ловить удачу за хвост. Итак, пришел наш Василий в Константинополь. В карманах пусто, связей ноль, жрать хочется. И пошел он искать работу туда, где умел лучше всего, на конюшне, к одному очень богатому и знатному вельможе. И тут Василию улыбнулась удача. Как-то раз к этому вельможе привели дикого бешеного коня, с которым никто не мог совладать. Конь брыкался, кусался, конюхи разлетались в разные стороны. И тут выходит наш Василий. Спокойно подходит, берет этого монстра за узду, врубает свою богатырскую силу, и конь затихает как шелковый. Эту сцену случайно увидел сам действующий император Византии, парень по имени Михаил III. Михаил этот, честно говоря, государством управлять не очень-то и любил, зато обожал пиры, выпивку и кулачные бои. Историки его потом так и назовут – Михаил Пьяница. Увидев, как Василий одной левой укротил коня, а потом еще и на кулачном бою уложил самого крутого императорского бойца,
Михаил пришел в полный восторг. Он сказал: «Ого, какой крутой парень! Значит так, забирая его во дворец, будет моим личным телохранителем и заодно лучшим другом». Василий стал для императора тенью, ходил с ним на пиры, охранял его, решал деликатные вопросики. За верность Михаил начал осыпать деревенского парня золотом, титулами и должностями. Карьерный рост был такой стремительный, что Василий из обычного охранника превратился в соправителя империи. Михаил буквально разделил с ним власть и надел на него практически вторую корону. Казалось бы, Василий, сиди и радуйся, ты второй человек в самой богатой империи мира. Но Василий был парнем умным и прекрасно понимал: император Михаил – персонаж крайне нестабильный. Сегодня он тебя любит и целует, а завтра с похмелья решит казнить или заменить на другого фаворита. Жизнь висела на волоске. И тогда наш армянский богатырь решает, что пора брать дело в свои руки. Сентябрьской ночью 867 года, когда император Михаил после очередного бурного пира крепко и пьяно спал в своей спальне, Василий вместе с верными друзьями организовал классический византийский переворот. Проще говоря, Михаила аккуратно устранили. На следующее утро Василий просыпается, заходит в тронный зал, садится на главный императорский престол и объявляет: «Все, друзья, прошлый директор уволен, теперь я тут единственный и абсолютный босс». И тут, друзья мои, у многих из вас наверняка возникнет логичный вопрос: а что же это получается? Обычный армянский крестьянин пришел, укротил коня, понравился царю и вот так просто сел на трон Великой империи? Ну, конечно же, нет. Давайте уберем в сторону эту красивую семейную пропаганду, которую потом годами писали его внуки. На самом деле, путь Василия к короне занял долгие 11 лет, и это были годы полной грязи, унижений и самой настоящей ходьбы по головам. Начнем с того, что Василию ради карьеры пришлось переступить через собственную мужскую гордость. Император Михаил сделал своего любимчика официальным рогоносцем на госслужбе. У царя была постоянная любовница Евдокия, но по закону жить с ней он не мог. И Михаил заставил Василия развестись со своей законной женой и жениться на этой царской фаворитке. Это было максимальное византийское унижение. Весь Константинополь открыто смеялся над Василием. Все знали, что его новая жена по первому щелчку бежит в спальню к императору, а Василий просто служит ширмой для прикрытия грехов босса. Он терпел, стискивал зубы и воспитывал детей, про которых вся столица шепталась. Но эти точно от императора. Васька там и рядом не стоял. И вот сентябрьской ночью, когда император Михаил в очередной раз напился до беспамятства на пиру, Василий вместе со своими заговорщиками прокрался в императорскую спальню и навсегда решил вопрос с прошлым руководством Византии. Итак, друзья мои, давайте зафиксируем этот момент. Основатель царской династии Василий I – стопроцентный чистокровный армянин из простой крестьянской семьи. Он сел на трон, и теперь у нас рождается новое поколение. После Василия на престол должен сесть его сын. И зовут этого сына Лев VI, которого историки позже назовут мудрым. А мамой этого льва была та самая Евдокия, официальная любовница убитого императора Михаила Пьяницы, на которой Василия заставили жениться ради прикрытия. Помните, мы говорили, что Василий 11 лет терпел этот позорный брак. Так вот, именно в этом браке и родился будущий император Лев. И здесь наше историческое расследование превращается в настоящий тест ДНК X века. Давайте разберемся, чья вообще кровь текла в жилах мамы и ее сына. Так вот, Евдокия не имела к Армении вообще никакого отношения. Ее отец был знатным византийским вельможей по имени Ингер. Историки предполагают, что у нее были скандинавские, то есть варяжские или даже славянские корни. Но выросла она в самом центре Константинополя. Так что по культуре и языку это была абсолютная, стопроцентная гречанка.
А теперь включаем логику. Если мама гречанка с варяжскими корнями, а официальный папа армянин Василий, то в сыне Льве должно быть 50/50 армянской и греческой крови, верно? А вот и не факт. И это главный секрет македонской династии. Дело в том, что прекрасная Евдокия родила Льва как раз в тот самый период, когда официально числилась женой Василия, но каждую ночь бегала на свидание к императору Михаилу. Весь Константинополь открыто шептался, что Василий к этому ребенку не имеет никакого отношения. Да и сам Василий своего сына Льва люто, бешено ненавидел. Он до конца жизни не признавал его родным, постоянно шпынял, держал в черном теле и один раз даже чуть не ослепил по ложному доносу. А ослепление Византии – это автоматический запрет на престол. Василий обожал своего старшего сына Константина, который был от его первой честной армянской жены. Но тот, к несчастью, умер молодым. Сам Лев, когда вырос и стал императором, тоже терпеть не мог Василия, зато он со всеми почестями перезахоронил останки убитого Михаила Пьяницы и всю жизнь считал именно его своим настоящим биологическим отцом. Смотрите, какой невероятный детектив у нас получается. Технически и по документам Лев VI считался сыном армянина Василия. Именно поэтому династию продолжили называть македонской, армянской. Но если верить слухам, историческим хроникам и очевидным фактам, биологическим отцом следующего императора с огромной долей вероятности был грек Михаил. Но, друзья мои, примем за рабочую версию, что Лев был честным сыном Василия. В конце концов, со свечкой в спальне никто из нас не стоял. Значит, зафиксировали. Император Лев у нас ровно наполовину, 50% армянин. Мы не будем пересказывать вам всю Санта-Барбару его личной жизни, хотя там, поверьте, сюжет круче, чем в турецких сериалах. Давайте сразу зафиксируем финал. Наследника Льву родила женщина по имени Зоя Угольноокая. Кем эта Зоя была по национальности? Историки знают ее родословную на 100%. Никакой армянской крови там не было и близко. Зоя происходила из очень знатного породистого греческого рода, а ее родной дядя вообще-то командовал всем византийским флотом. То есть Зоя – это 100% гречанка. А теперь, друзья мои, включаем самую простую школьную математику. Папа – император Лев, 50% армянин. Мама Зоя угольноокая, 0% армянка, чистокровная гречанка. Их общий сын, будущий император Константин, получает ровно половину от папиных 50%. Итого, в нем остается всего 25% армянской крови. На 3/4 парень был уже абсолютным греком. Итак, зафиксировали отправную точку. У нас есть законный принц Константин. Мы только что посчитали, что в нем течет ровно 25% армянской крови. Именно армянской. Греческой там было больше. И вот этому парню нужна жена, чтобы родить законного наследника престола. И он женится на девушке, с которой... Ох, что тут все начинается. Встречайте. Нашу новую героиню зовут Елена Лакапина. Давайте заглянем в ее паспорт. Папа Елены – великий византийский адмирал. Он был чистокровным, 100% армянином. Там у него своя потрясающая история, но вы уж простите нас, господа армяне, нам сейчас просто не до этого, экономим хронометраж. В общем, папа 100% армянин. А вот мама Лены не армянка. С ее предками долгое время все было очень сложно и запутано, но в итоге ученые Оксфордского университета пришли к четкому выводу. Ее родня – это обычные греки, крестьяне. Представляете себе поворот? Что у нас получается в сухом остатке? А раз папа 100% армянин, а мама местная гречанка, значит в нашей новой героине Елене ровно 50% армянской крови. Она армянка ровно наполовину. А теперь садите за руками. Считаем генетический вклад этой пары. У Константина и Елены рождается долгожданный сын, будущий император Роман II. И опять включаем нашу любимую простую школьную арифметику. Ребенок берет ровно по половинке от каждого из родителей. От папы Константина, у которого было 25, сыну достается половина, то есть 12,5 армянской крови. От мамы Елены, у которой было 50, сыну достается ее половина, то есть 25% армянской крови. А теперь просто складываем эти две цифры. 12,5 плюс 25. 37,5. И вот, друзья мои, наш мальчик Роман II вырос.
На престол он садится, и в нем, как мы помним, 37,5% армянской крови. Молодой красивый император, понятное дело, женится. И вот тут на византийскую сцену выходит женщина, вокруг которой до сих пор кипят такие страсти, что ни один турецкий сериал вообще не угонится. Звали ее Анастасия, но после свадьбы она приняла благочестивое имя Феофано. Кто же она такая и разносила ли она вино в кабаке? Византийские хроники, которые, мягко говоря, недолюбливали, открытым текстом пишут, что да, разносила. Анастасия была девушкой из самых низов. Ее отец по имени Кратер был обычным бедным трактирщиком, который держал кабак. Будущий император Роман просто однажды увидел ее, мгновенно потерял голову от ее фантастической неземной красоты и, наплевав на все дворцовые правила и приличия, просто взял ее в жены. Современные историки, конечно, спорят до сих пор. Кто-то считает, что этот кабак был элитным заведением возле дворца, а кто-то, что всю эту историю про кабацкое прошлое выдумали ее враги, чтобы очернить царицу. Ведь Феофана потом прославилась как самая опасная, коварная и роковая женщина Византии, которую обвиняли в отравлении собственных мужей. Но официальная летописная версия звучит именно так: из кабака прямо на императорский трон. А теперь главный вопрос нашего расследования. Кто она по национальности? Были ли в ее роду армяне? Отвечаем четко, уважительно и железобетонно. Нет, никаких армян в ее роду не было. Анастасия была стопроцентной чистокровной местной гречанкой, она родилась на юге Греции. Это как раз там, где когда-то гремела древняя Спарта. Так что в ее жилах текла чистая греческая кровь. Ну, а теперь, друзья мои, давайте без обид. Сейчас у нас будет чистая математика, ведь математика – наука точная. Ее на коленке не придумаешь. Текст в комментариях и эмоции можно выкрутить как угодно, а вот цифры не врут. Давайте все вместе, как грамотные люди, посчитаем это, как обычно, 2 × 2. Итак, сценарий первый официальный. Если мы берем за основу, что у отца Анны, императора Романа, было 37,5 армянской крови, а у его жены Феофана 0, то у них рождается девочка Анна. Делим папину долю пополам и получаем ровно 18,75% армянской крови. Ничего сложного, простая школьная дробь. Друзья мои, ну а теперь давайте сделаем глубокий вдох. Помните нашу первую историю про неверную жену? Что если император Лев родился вовсе не от армянского богатыря Василия, а от греческого императора Михаила Пьяницы? Математики нам соврать не дадут. Давайте пересчитаем этот генетический детектив с самого начала, убрав Василия из уравнения. Если Лев сын грека Михаила, то армянской крови в нем ровно 0. Тогда в финале у Романа II армянской крови 25%. Делим папины 25% ровно пополам. Итоговый результат: если главный слух Византии был правдой, то у новорожденной принцессы Анны остается всего 12,5% армянской крови. Вот вам и точное вычисление, друзья мои. В сухом остатке получается, что в самом лучшем официальном случае Анна была армянкой на 18,75%, а в самом реалистичном историческом сценарии всего на 12,5%. Это чуть больше 1/8 части. Давайте на чистоту, друзья мои, когда мы говорим, что кто-то в Византии был греком, забудьте про чистокровность. В X веке никто не сдавал генетические тесты. Чтобы считаться греком, нужно было просто говорить по-гречески, быть православным и вовремя платить налоги императору. Все. Византия была гигантским средневековым блендером, где сотни лет перемешивались самые разные народы. И в нашей принцессе Анне, кроме армянских генов, обурлил невероятный коктейль. Помните маму Анны? Ту самую кабацкую красавицу Феофану, Анастасию. Она была родом с самого юга Греции, а этот регион за пару веков до рождения Анны был буквально заполонен славянскими племенами. Славяне селились там целыми деревнями, постепенно учили греческий, крестились и становились местными греками. Так что в жилах мамы Анны, скорее всего, текла мощная славянская кровь. Друзья мои, давайте только без обид. Ни в коем случае не хочу задеть чьи-то патриотические чувства. Я прекрасно знаю, как трепетно и гордо многие армяне относятся к убеждению, что именно армянка крестила Русь. Но против лома нет приема, а против математики тем более. Напомню, математика – наука точная.
Конечно, при желании можно притянуть историю за уши, можно сказать, Византия была плавильным котлом, там в греческих корнях наверняка текла еще чья-то кровь, и армянская, и болгарская, и бог знает какая. Да, текла. Но делать на этом основании вывод, что Анна была армянкой, просто абсурдно. Мы с вами живем в 21 веке и можем в любой момент пойти и сделать тест ДНК, и вот представьте, выдает вам лаборатория результат, а там 12% греческой крови, 7 болгарской, 6 литовской. Ну что теперь? Вы же не будете разрываться между всеми этими странами, судорожно учить 3 языка и пытаться получить 3 паспорта сразу? Конечно, нет. Давайте далеко за примером не ходить. Возьмем Эдуарда. Я, кстати, здесь говорю от его имени. Это его ролик. Я перевожу и озвучиваю. У него мама болгарка, а папа чех. Сам он наполовину чех, наполовину болгарин. Но если мы сейчас отправим его сдать тест ДНК, калькулятор покажет, что в нем еще есть и греческая кровь по дедушке. И что теперь, он грек? Сам Эдуард уверенно говорит, конечно, нет. Он чех и болгарин. Вот и с Анной точно та же история. Называть ее армянкой просто потому, что кто-то там у нее армянил. Но это то же самое, что сказать, что нынешний британский король Карл III француз. А что, давайте включим ту же самую логику. В 1066 году английский трон сел и захватил нормандский герцог, чистокровный француз Вильгельм Завоеватель. Он основал новую королевскую династию, от которой и пошли все последующие английские короли. Поэтому, когда вы уверенно говорите, что Русь крестила армянка, вы как минимум обижаете всех остальных, чем те же греки хуже. Или славяне, чья кровь в ней вполне возможно тоже текла. И если бы мы сегодня встретились с Анной и попытались заговорить с ней на армянском языке, она бы просто нас не поняла. На каких языках она говорила? Как образцовая царевна, она могла знать базовую дворцовую латынь, а приехав в Киев, наверняка освоила местное славянское наречие, но думала, писала, молилась и ругалась Анна исключительно на греческом. Потому что в первую очередь она была византийской принцессой, плотью от плоти великой ромейской культуры. Да и вообще, Русь крестил князь Владимир, который, как вы отлично понимаете, по его варяжской родословной, 100% славянином тоже не был. Ну а теперь, друзья мои, самое главное. Я не буду в 100-й раз пересказывать вам технические детали того, как именно велась массовая купель. Давайте перейдем к сути. Я уверена, что в комментариях найдутся те, кто скажет: да это же было чистое варварство, наших предков сгоняли в реку насильно. Да, друзья мои. Скрывать нечего. Это исторический факт. Крестили огнем и мечом, ломая старые устои через колено. Но, слава богу, нас с вами там лично никто никуда не сгонял. Мы можем спокойно выдохнуть, налить чайку и трезво проанализировать этот шаг князя Владимира. И если посмотреть на ситуацию без лишних эмоций, становится понятно, что это был величайший и очень своевременный шаг, несмотря на все жертвы, которые тогда были. Давайте на секундочку закроем глаза и включим художественное воображение. Представим, что Владимир тогда бы дал заднюю, испугался бунтов и Русь не крестил. Ни в 988 году, ни в ближайшие 100-200 лет. Что происходит на нашей территории в условном XI веке? Сразу оговорюсь. Нет, мы бы не одичали, не ушли жить в землянки и не начали бы выпиливать знаки топорами на бревнах. Жизнь бы продолжалась. Торговля с Византией у нас и так была на высшем уровне. Мы им мех, воск, мед, они нам изысканные вина и ткани. Купцы бы также плавали по рекам, а дружина ходила в походы. Но дьявол, как всегда в истории, кроется в деталях. И вот тут начинаются 3 главные проблемы. И проблема номер 1. А как написать слово «борщ»? Если бы новая вера не пришла в 988 году, к нам бы в тот момент вообще не пришла грамотность. В нашей реальности из Болгарии хлынула готовая кириллица, идеально созданная под славянские шипящие звуки. А в альтернативной реальности книг нет. А торговые договоры купцам подписывать надо. Из-за мощной торговли с Европой мы бы начали принимать латинский алфавит, но латиница вообще не приспособлена для славянской речи. Нам пришлось бы такие огороды городить, чтобы просто написать букву «ща». Посмотрите на современный польский язык с его бесконечными «цз», чтобы эту букву обозначить. А учитывая огромную торговлю на Волге с Востоком, мы вообще могли начать записывать славянские слова арабской вязью. И главное, пока мы сидим у своих костров и молимся разным богам, в каждом племени своему, вокруг Киевской Руси защелкивается железный капкан.
Польша принимает христианство, Венгрия принимает христианство, Скандинавия, откуда родом Рюриковичи, тоже крестится. Вокруг нас формируется единый закрытый христианский клуб Европы. А в XI-XII веках правила игры были циничными. Если ты язычник, ты автоматически становишься изгоем. На тебя смотрят не как на равного партнера, а как на законную добычу для крестовых походов. Твои земли можно отобрать, людей увести в рабство. И перед Богом все будут чисты, ведь воюют против неверных. Выбрать религии все равно бы пришлось не Владимиру, так его правнукам, но только уже не на своих условиях, диктуя волю Византии с позиции силы, а из позиции полной слабости. Нас бы просто дожали соседи, и выбор в XII веке стоял бы жесткий. Либо речь под Рим, католичество, полностью потеряв самобытность, либо принять ислам под давлением Востока. Кстати, для галочки и для тех, кто любит говорить. А вот можно же было вообще не креститься и жить своим умом. Давайте вспомним наших соседей. Уверена, многие из вас знают, а многие сейчас удивятся. Дольше всех в Европе язычниками оставались литовцы. Великое княжество Литовское держалось за своих старых богов до самого конца XIV века. И чего им это стоило? Пока литовцы упорно молились в своих священных дубравах, Европа объявила их недолюдьми и устроила на них бесконечное сафари. 100 с лишним лет на их земли, как на работу, ходили немецкие рыцари-крестоносцы Тевтонского ордена. Это была вечная, изнуряющая война на выживание. И какой итог? Правильно, финал у всех один. Литовцам все равно пришлось креститься. В 1387 году они официально приняли католичество. Ребят, я ни в коем случае не говорю, что католичество – это плохая вера или ислам плохой, а вот православие лучше всех. Нет, все религии великие. Мы сейчас смотрим исключительно через призму политической выгоды. Посмотрите на разницу. Владимир принял крещение на 4 века раньше, на самом пике мощи Руси. Он сам диктовал условия Византии, взял в жены парфирородную принцессу, и никакой Ватикан или Папа Римский не могли вякнуть ему, как жить и какие законы принимать. Полная независимость. Литовцам же пришлось креститься спустя 400 лет в условиях жесточайшего кризиса, подстраиваясь под польские правила игры и чужие интересы, просто чтобы их окончательно не стерли с лица земли тевтонцы. Вот вам и вся математика истории, друзья мои. Князь Владимир просто гениально сыграл на опережение. Да, за этот геополитический рывок была заплачена огромная и жесткая цена. Но именно этот шаг дал Руси колоссальный задел, принес нам книги из Болгарии, открыл школы и спас от участи быть растасканными на куски соседями. Ну, а на этом мы закрываем тему крещения. Выводы сделаны, проценты посчитаны. Впереди нас ждут новые, еще более захватывающие тайны. Ставьте лайк, подписывайтесь и погнали дальше.